Когда Андрей спас брошенного щенка, он никогда не мог себе представить, что всего через несколько месяцев он узнает, что это вовсе не собака, и что для того, чтобы сохранить ее, ему придется полностью изменить свою жизнь. Андрей Мусенко загружал свои покупки в машину, когда что-то на соседнем грузовике привлекло его внимание. На заднем сиденье находилась маленькая клетка с крошечным щенком внутри. Собака выглядела такой грустной и подавленной, что это тронуло сердце Андрея. Но щенок также был красив. У него была пушистая шерсть и милые глазки. И Андрей сразу же влюбился в него. Когда вернулся владелец грузовика, Андрей подошел к нему, чтобы поговорить о щенке и спросить, откуда тот взялся. Но ответ мужчины был неутешительным. Собака была брошена недалеко от его фермы. Он и его работники несколько раз прогоняли ее, но она упорно возвращалась. Мимо фермы проходила оживленная дорога, и нежеланных животных часто подбрасывали там. Они не могли оставить всех, но старались найти им новые дома. Но этот бедный щенок разозлил фермера. Должно быть, он был голоден и забрел в курятник в поисках еды. Он задрал несколько кур, остальные тоже погибли от стресса. Бедный фермер не имел много ресурсов, и потеря была для него разорительной. Он хотел избавиться от щенка, но не мог решиться его усыпить. Вместо этого он решил отвезти его в ветеринарную клинику и спросить, могут ли они дешево провести эвтаназию. Это растрогало Андрея до слез. Он не мог позволить усыпить щенка только за то, что тот остался один и голоден, и просто пытался выжить, как подсказывал ему природный инстинкт. Он должен был что-то предпринять, поэтому предложил забрать щенка у мужчины, даже заплатив за него, чтобы фермер мог возместить часть потери, а взамен получил бы красивого щенка и необходимую компанию. Была выгода для обеих сторон. Мужчина согласился при условии, что больше никогда не увидит собаку на своей земле. Андрей прижал щенка к груди, и тот полностью расслабился. Бедняга, должно быть, был так напуган, и Андрей был рад, что успел его спасти. Теперь ему только нужно было решить, что делать со щенком, которого он не планировал заводить. Он жил в квартире без сада, но в конце концов освободил достаточно места в доме, чтобы щенок мог там играть. Он назвал собаку Акилой, и между ними сразу установилась тесная связь. Андрей не был уверен, потому ли это, что Акила знал, что он его спас, или между ними просто установилась особая связь, выходящая за рамки всего, что он когда-либо испытывал. Но он никогда не думал, что собака может стать его лучшим другом. У них было много веселья вместе, но Андрей также должен был убедиться, что Акила получает достаточно физических нагрузок, иначе он мог стать расстроенным и даже слегка разрушительным. Он любил красть у своего хозяина шапки и толстовки, но никогда не был с ними осторожен. Шапки он грыз, а на толстовках просто лежал и спал. Несмотря на энергичность и игривость Акилы, Андрей ожидал, что щенок будет трудно поддаваться дрессировке и послушанию на прогулках. Но Акила, к его удивлению, был спокойным и послушным. Он был доволен идти в темпе Андрея и исследовать окрестные леса. Пока он не видел других собак, тогда он совершенно терял голову. Ему хотелось играть с каждой собакой, которую он встречал, даже с теми, которые не проявляли к нему интереса. Это было мило наблюдать, и люди всегда хвалили Андрея за поведение его щенка. Акила был особенной собакой с множеством талантов. Но была одна маленькая проблема, которую было трудно решить, он просто не переставал расти. С течением времени он становился огромным, его черная шерсть становилась еще пушистее, и он вырос в красивую взрослую собаку. Большинство людей его боялись, и их реакции заставляли Андрея задуматься о крупных размерах пса. Он пытался убедить себя, что это нормально для метиса-волка, но даже он вынужден был признать, что немного беспокоится о том, что у собаки может быть гормональный дисбаланс, вызывающий такой рост. Он боялся услышать ответ от ветеринара, но должен был выяснить, что происходит с его лучшим другом. Он надеялся, что все в порядке, и пес просто очень крупный. Но ветеринар сказал совсем не то, чего он ожидал. Андрей пришел в ветеринарную клинику и взял с собой Акилу. Медсестра бросила один взгляд на животное и испуганно вскрикнула. Они попросили перейти в другую комнату, убежденные, что Акила может ранить других животных или людей. Андрей знал, что это не так, но не стал спорить. На тот момент Акиле было всего несколько месяцев, но он уже был крупнее большинства собак крупных пород. Было интересно наблюдать реакции людей на прогулках, когда он хотел подружиться с собаками мелких пород.
Андрей вынужден был признать, что у него были подозрения, что Акила не совсем такой, каким он его считал. Он был убежден, что его щенок– потомок двух чистокровных волкодавов, но спустя месяцы он узнал, что его милый спутник вовсе не собака. Ветеринар рассмеялся, когда вошел и увидел, как Акила сидит позади, Андрея, положив свою огромную голову ему на плечо. Парнишка явно обожал своего хозяина. Но все изменилось в следующие несколько мгновений. Хорошая новость заключалась в том, что у Акилы было отличное здоровье, и с ним все было в полном порядке. Другая новость состояла в том, что собака на самом деле была волком, а именно чистокровным канадским черным волком, в чьей родословной не было никаких собак. Почему и как он оказался брошенным возле земель фермера, было загадкой. Возможно, его стая оставила его позади по какой-то причине, или кто-то попытался забрать волчонка домой, но вскоре понял свою ошибку. Так или иначе, их пути пересеклись с Андреем, который несколько месяцев выращивал его как своего милого щенка. Сказать, что Андрей был шокирован, ничего не сказать. Акила никогда не проявлял агрессии, и кроме предпочтения мяса сухому корму, он никогда не подозревал, что тот необычная собака. Хотя Кила и был ручным, но не было никакой возможности, что он сможет выжить в дикой природе, если Андрей выпустит его на волю сейчас. В то же время он не мог продолжать обращаться с волком точно так же, как с собакой. Это были не совсем плохие новости, но они изменили их жизни. Ветеринар сообщил Андрею, что тот должен связаться с местными службами охраны дикой природы, но он не был уверен, что они решат в этой ситуации. Андрей жил в городе, в жилом доме, и это совершенно не подходило для содержания волка, тем более такого размера, как Акила. Он жил в чьем-то заднем дворе, гуляя среди людей и играя с домашними животными и детьми, которые были во много раз меньше его. Андрею нужно было внести изменения в свой образ жизни, если он хотел оставить своего лучшего друга с собой. И вот, спустя несколько дней, к ним приехал местный инспектор по охране дикой природы. Он должен был решить, конфисковать ли волка или разрешить Андрею оставить его у себя. Как только он увидел невероятную связь между мужчиной и волком, он не смог отрицать ее и решил не разлучать их, если это возможно. Первым делом нужно было вывести волка за пределы города, так как содержание такого дикого животного в городской черте было неприемлемо. Андрей продал свой дом, забрал все свои сбережения и купил небольшой участок земли, который был гораздо более подходящим местом для содержания волка. Инспектор никогда прежде не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому ему тоже приходилось действовать наугад. Большинство законов в России запрещали обычным людям содержать диких животных, и он объяснил Андрею, что тот должен будет приложить максимум усилий, чтобы сохранить волка у себя. Многие бы просто сдались, но Андрей любил этого волка как родного ребенка и был готов на все, чтобы оставить его при себе. Одна только мысль о том, что Акила окажется в приюте или в другом доме и больше никогда не получит ласки, леденила его кровь. Это было бы разбивающим сердце как для волка, который сильно привязался к своему человеку, так и для самого Андрея. На новом участке у Акилы было гораздо больше места для игр и пробежек, но ему требовалось огороженное пространство, чтобы обезопасить окружающих. Андрею предстояло все подготовить в соответствии со стандартами, потому что перед ним стояла огромная преграда, которую нужно было преодолеть, прежде чем он сможет вздохнуть спокойно. Ему необходимо было зарегистрироваться как эксперту по диким животным, чтобы иметь право содержать дикого зверя. А для этого он должен был продемонстрировать, что у него есть все необходимое для ухода за диким животным. За короткое время многое изменилось, и Андрей хотел поделиться этим со своими друзьями и семьей в социальных сетях. Он начал с видео своего маленького щенка и показал, каким большим стал Акила. Постепенно он рассказал своим подписчикам новость о том, что на самом деле Акила– волк. Люди были потрясены, узнав, что Акила– волк, но больше всего их шокировала невероятная близость между человеком и зверем. Было удивительно видеть, насколько они были близки. Волк вел себя, как игривый щенок, пытаясь цапнуть Андрея за ухо или капюшон толстовки, но, несмотря на свои внушительные размеры и острые клыки, он никогда не причинял ему вреда. Он был игривым, но стоило Андрею одернуть его, и он успокаивался. Это было поразительно. К сожалению, публикации в социальных сетях привели к некоторым непредвиденным последствиям. История Андрея быстро стала вирусной,
поскольку его родственники поделились милыми видео на своих каналах и произошел настоящий бум. Некоторые люди считали, что он совершил огромную ошибку, взяв к себе животное от случайного фермера. Другие удивлялись, почему он никогда не подозревал, что Акила может быть не собакой. Третьи думали, что он не идет ему на пользу, удерживая его при себе. Но, к счастью, большинство комментариев исходило от открытых людей, которые понимали, что Андрей руководствовался только интересами Акилы. Эти люди были вовлечены в жизнь симпатичного мужчины и его потрясающего волка. Они хотели знать, чем занимаются эти двое изо дня в день, и число подписчиков Андрея стремительно росло за считанные недели. Но Андрея это не слишком волновало, ему нужно было сосредоточиться на подготовке участка к проверке. Он потратил все свои сбережения на обустройство вольера для волка, расставляя приоритеты по важности. К сожалению, инспектор счел вольер не лучшим местом для Акилы. По его мнению, волку требовалось гораздо больше пространства для комфортного содержания. Андрей планировал выпускать Акилу погулять и поиграть так же часто, как и раньше, но для инспектора этого было недостаточно. Он настаивал на строгом соблюдении всех параметров без каких-либо исключений. У Андрея оставались всего несколько недель на внесение необходимых изменений, иначе ему придется расстаться с Акилой. Инспектор был опечален, потому что видел крепкую связь между Андреем и волком, но ничего не мог с этим поделать. Животному необходимо было обеспечить все условия для его нужд, иначе Андрей не мог быть лицензирован как владелец приюта. По сути, инспектор должен был забрать волка сразу, но он надеялся на лучшее для них и дал им еще один шанс. Его предупреждение было спасительной соломинкой, но для Андрея это не выглядело так. Для него это казалось концом света. У него не было ни единого шанса успеть все подготовить. Он потратил все свои сбережения на покупку участка и доведение его до нынешнего состояния. На тот момент он все еще работал в городе, но этого было недостаточно для проведения всех необходимых доработок. Ему пришлось смириться с мыслью, что придется попрощаться с Акилой. Он хотел, чтобы расставание прошло для волка как можно безболезненнее, поэтому стал реже общаться с ним. Но это разбило сердце их обоих. Акила впал в депрессию из-за того, что его друг больше не играл с ним, а Андрей не знал, что делать. Волк был слишком привязан к нему. Сможет ли он выжить, если его заберут от единственной семьи, которую он когда-либо знал? Андрей не знал и начал серьезно болеть от всех этих тревожных мыслей. Однако случилось нечто невероятное, что изменило все. Один из друзей Андрея прокомментировал одну из его публикаций, рассказав о трудностях, с которыми он столкнулся. Люди объединились, чтобы помочь ему. Все хотели знать, куда можно перевести средства для строительства необходимых объектов. И быстрее, чем Андрей мог себе представить, у него было достаточно денег, чтобы внести все необходимые изменения. Позже он узнал, что даже инспектор внес свой вклад. Когда он вернулся на ферму, чтобы проверить ход работ, он был невероятно рад увидеть, что все соответствует нормам и требованиям. Он никогда еще не был так счастлив сообщить кому-либо хорошие новости. Андрей сможет сохранить своего волка на всю оставшуюся жизнь. Молодой человек ликовал, а его онлайн-сторонники радовались вместе с ним. Андрей вновь стал проводить много времени с Акилой, укрепляя доверие между ними. Зная, что у него есть все необходимые документы для ухода за своим другом, он мог, наконец, сосредоточиться на правильной дрессировке. Но на этом он не собирался останавливаться. Хорошо, что он смог обеспечить дом Акиле, но после того, как его отношения с волком вдохновили его на большее, он понял, что есть еще много других животных, которым нужна помощь. Андрею просто требовались ресурсы для этого. Наблюдая, насколько людям была интересна история Акилы, он осознал, что многие хотят помочь животным, но не всегда имеют навыки или время для этого. Но они все же готовы помочь тем, кто может. Поэтому Андрей начал изготавливать сувенирную продукцию с Акилой и продавать ее онлайн. Также были люди, желавшие внести свой вклад в заботу о волке и других животных, и он с благодарностью принимал их предложения. Но это было не все. Люди знали о его природном таланте обращаться с животными. Поэтому каждый раз, когда поступали сообщения о волках или гибридах волка, нуждающихся в помощи, ему звонили в первую очередь. И Андрей не мог отказать ни одному животному в помощи. Дополнительным бонусом было то, что Акила обзавелся друзьями, с которыми мог играть. Конечно, не совсем его размера, поскольку большинство волков были меньше него, но, по крайней мере, теми, с кем он мог играть, не причиняя вреда. Но он не ограничивался только волками.
Любое животное, нуждающееся в помощи, получало приют. Например, совсем недавно он опубликовал видео с новыми жителями своего приюта. Несколькими дикими кабанами, которые обожают получать почесывание животиков. У этого человека невероятный талант заводить близкие отношения с самыми разными животными. Тот день, когда он нашел этого щенка в маленькой клетке на заднем сиденье грузовика, стал днем, когда он обрел свое истинное призвание. С тех пор он изменил жизни стольких существ и, кажется, не собирается останавливаться. Его большая мечта — создать обширные угодья для всех животных в его приюте, начиная с Акилы. Вот на что он сейчас копит деньги. Он хочет дать волку шанс жить как можно ближе к дикой природе, но в безопасности своего убежища. Акила, как огромное животное, обожающее почесывание, никогда не сможет выжить в одиночку. Но Андрей надеется предоставить ему нечто максимально близкое к этому когда-нибудь. Но до тех пор он вкладывает всю свою душу и сердце в то, чтобы окружить заботой и любовью животных в своем приюте. Их жизнь кардинально изменилась с тех пор, как они жили в городе и думали, что Акила — собака. Но связь между человеком и животным остается столь же крепкой, это никогда не изменится. Какая прекрасная история. А вы бы оставили Акилу при себе, узнав о его истинном происхождении? Бросили бы вы всю свою жизнь, чтобы открыть приют для диких животных? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нам снова для новых невероятных историй.